Добрый день, дорогие пекари! В предыдущем сюжете я вам показала, как подготовить свекольный сок для подкрашивания хлебного теста, так, чтобы он не потерял свой цвет при выпечке. Посмотрите этот сюжет, я оставлю ссылку в описании. А сегодня я вам дам рецепт с использованием этого свекольного сока, специальным образом подготовленного. И мы с вами будем печь вот такой замечательный двухцветный хлеб. Это свекольно-заварной хлеб. Творить красоту начнем с заварки. Берем 50 граммов пшеничной муки высшего сорта, 100 граммов молока, перемешиваем и дальше ставим на средний либо слабый огонь до момента заваривания. Можно поставить на водяную баню, если боитесь пригорания. Все, заварка у нас собралась в густую массу. Выключаю нагрев и сейчас соберу все воедино. Горячая заварка очень быстро заветривается и покрывается корочкой, поэтому нужно ее остудить, но при этом избежать подсыхания. Сейчас заварка уже не такая уж и горячая, она теплая, но тем не менее нужно ее остудить до комнатной температуры. Я ее заворачиваю в пленку и просто оставляю на столе минут на 20, может быть, она быстро остынет. Заварка у меня практически остыла, она чуть теплая, и можно начинать замешивать тесто. Я буду делать два теста. Обязательно нужна закваска на пике, либо закваска, либо базовая пшеничная опара на пике. Что такое пик закваски? Посмотрите, я оставлю ссылку в описании, как его определить. Поскольку теста будет два, я беру заварку и отделяю ее половинку. 90 граммов закваски. 165 граммов молока. У меня обычное молоко, жирность 2,5%. 300 грамм пшеничной муки высшего сорта. Сразу добавлю соль, 5 граммов. 20 граммов сахара и 20 граммов сливочного масла. Нарезаю мелкими кусочками. Масла здесь немного, поэтому можно добавить сразу. Если вы добавляете в тесто много масла, его нужно вмешивать в конце замеса и маленькими частями. Замешивать буду в тестомесе на первой скорости. 5 минут первичное смешивание. Через 5 минут замеса мы видим, что тесто до конца не замесилось. Снимаю тесто с крюка. Дальше нужно собрать все тесто воедино. Дать возможность муке впитать все то, что я добавила. Молоко и сахар, и масло. Поэтому сейчас накрываю крышкой и оставляю на 30 минут отдохнуть. Через полчаса возвращаюсь к тесту, включаю на замес. Также примерно на 4-5 минут. Можно на первой скорости начать. Видите, как тесто сразу собирается. И смотрите, по тому, как ведет себя тесто, в принципе, можно перейти на вторую скорость и примерно 4 минуты промесить. Через 4 минуты замеса тесто у меня полностью собралось на крюк. Смотрите, какое получилось тесто. Красивое, гладкое. Сейчас я его еще чуть-чуть округлю руками. Оставляю в миске. И сейчас будем замешивать второе. Состав второго теста идентичен первому, то есть я беру половину заварки, такое же количество закваски. Единственное отличие будет в том, что вместо молока я использую свекольный сок, уваренный вместе с лимонным соком. Количество то же самое, 165 грамм, как и молока. Космической красоты, конечно, получилась у меня смесь. Замешиваю тесто точно так же, как и первое. Замесила второе тесто точно так же, как и первое, и оставляю его на брожение. Обминки буду делать через час и первому, и второму тесту. Обязательно накрываем крышкой, температура брожения комнатная от 21 до 24 градусов тепла. Прошел час брожения, нужно сделать обминку. Слегка смачиваю руки и делаю круговую обминку. В этом хлебе я хочу добиться однородной структуры, поэтому обминка активная, круговая. И со вторым делаю то же самое. Накрываю крышкой и оставляю оба теста также при комнатной температуре еще на час. Прошел еще час брожения. Снова смачиваю руки и снова делаю сильную, активную обминку. И второй. Оставляю тесто на паузу на 20 минут. После этого будем делать ламинирование. Я буду из этого количества теста делать два хлеба. Поэтому перед ламинированием я сейчас поделю тесто на две части. Чтобы тесто не прилипало к поверхности, смачиваю водой белый пополам и бордовый пополам.
И начинаю белое тесто растягивать в пласт. Делаем прямоугольный пласт одинаковой толщины. Такой он будет небольшой. Беру бордовое тесто и делаю то же самое. Теперь я накладываю бордовое тесто на белое. И таким образом соединяю. Сворачиваю рулетом. Укладываю в одну из мисок. И с двумя оставшимися кусочками теста делаю все то же самое. Накрываю крышками. Оставляю на 20-30 минут. Через 20 минут возвращаемся к тесту. И для того, чтобы наши слои внутри красивее разошлись, можно сделать либо подворачивание улиткой, либо можно сделать складывание. Подтягиваю тесто. Тесто плотное, не очень охотно тянется, но тем не менее я его сложу. И оставляю еще на 20-30 минут. Через 20 минут еще раз возвращаюсь к тесту. Вы видите, как у меня просвечивает бордовый слой. Смачиваю руки и сделаю еще одно складывание, подворачивание. Можно потянуть чуть-чуть. Видите, слои выходят наружу. И так вот еще раз заверну. И еще раз потяну. И заверну еще в одном направлении. И оставлю его еще на час при комнатной температуре. Пришло время формовать. Один у меня будет в форме, а другой будет расстаиваться в корзинке и выпекаться потом на поду. Вы можете не делать предформовку, если не хотите. Вы можете сразу делать формовку. Но предформовка выравнивает тесто, и лучше все-таки не пренебрегать ею. Делаем округление, прокатываем. Так, это раз. Вставляем на отлежку. И со вторым поступаем точно так же. Отлежка прошла, можно формовать. Формовать буду батардом. Формовки, батард и пеленание я показывала, посмотрите. Один я отправлю в корзинку на расстойку швом вверх, а второй буду расстаивать и выпекать в форме. Но формовка будет та же самая. В форме, естественно, расстаиваем швом вниз. Обязательно накрываем пленкой от заветривания. Расстаивать я буду в холодильнике до завтрашнего дня. Сейчас у меня 7 вечера, где-то примерно до 8 утра они у меня постоят, и будем выпекать. Свекольный хлеб у меня расстоялся. И здесь красиво вырос. Меня часто спрашивают, как понять, расстоялся ли хлеб. По степени подъема в 1,5-2 раза увеличился, значит, достаточно, можно выпекать. Либо проверяем на нажатие. Если медленно поднимается, значит, можно выпекать. Выкладываем. Такой плотненький он за счет того, что масло есть. Хочу сделать красивый надрез. Не знаю, насколько он получится красивым. Сажаем хлеб в мою чугунную посудину. Накрываем колпаком и отправляю выпекаться. Поставлю я их одновременно. На дно ставлю миску с небольшим количеством кипятка. Температура 230. Пар в духовке. Поставила на 15 минут. Через 15 минут с подова снимаю колпак и вынимаю пар, который для формового. Надеюсь, звуки моего миксера вас не раздражают. Хочу показать вам свекольный хлеб. Он у меня остыл, и тот, и другой. Давайте разрежем и посмотрим. Ну, смотрите, как интересно. Необычный получился цвет. Сохранился бордовый оттенок. Здесь у меня большой пузырь возник. Чуть-чуть перерастойка уже хлеба пошла. Давайте разрежем подовый. Ну, в общем, того эффекта, которого я добивалась, чтобы сохранилась свекольная окраска, я достигла. Здесь вообще как будто роза. По-моему, очень красиво. Неожиданно, красиво и интересно. Свекольный цвет сохранился. Я думаю, что вы можете удивить своих друзей вот таким вот необычным хлебом. Обычно свекольный при выпечке теряет свой цвет и приобретает такой коричневатый оттенок. Здесь мы сохранили чистый цвет. И сейчас вы можете комбинировать его, например, с тестом с куркумой. Зная вот этот вот секрет приготовления ингредиента окрашивающего, вы можете комбинировать с разными другими цветами. Но, по-моему, получилось интересно, необычно. И испеките такой хлеб, попробуйте удивить своих друзей и близких. Давайте продолжать печь и испечем с вами еще много всего интересного.